Главнокомандующий ЗСУ Валерий Залужный озвучил официальную цифру потерь украинской армии, которая составляет почти 9 тысяч военных, что коррелирует с цифрами, озвученными независимыми аналитиками. Воздух. Воздушные силы Украины продолжают наносить около десятка авиаударов в день, в основном на юге. ВКС РФ в день совершают порядка 60-70 ударов. Напомню, что раньше эта цифра была 300-400 ударов в сутки. Обе стороны по-прежнему используют неэффективный метод удара – кабрирование, запуская ракеты по баллистической траектории, задрав нос вверх. Точность таких ударов оставляет желать лучшего. Гораздо эффективнее украинские удары противорадиолокационными ракетами EGM-88 HARM, которые поставляет США и запускается с МиГ-29. 21 августа были уничтожены очередные комплексы С-300. Восток. После небольшого перерыва Россия вернулась к привычному делу – хаотичному обстрелу Харькова и окрестностей. Любопытно, что при запуске ракет из Белгорода одна из них оказалась неисправна и упала сразу после пуска, нанеся удар в Майском районе. Южнее, в районе Изюма, россияне наращивают активность в попытках вернуть ранее утраченные позиции и атакуют Богородичное со стороны Пасеки, а также долину и Дебровне, но продвинуться не могут. Как и в районе Северска, где они атакуют Ивано-Дарьевку. Бои за Солидар и село Бахмутское продолжаются. У россиян не получается пересечь поля на подступах к Бахмуту, так как там ровная и открытая местность, которая хорошо простреливается ЗСУ. Бои за Кодему и Зайцево продолжаются. Российские силы продолжают предпринимать активные действия со стороны Горловки. На сей раз они атаковали Нью-Йорк, но, понеся потери, отступили на исходные позиции. Также бои продолжаются в районе Авдеевки, где сепаратисты атакуют Опытное. Сегодня стали поступать кадры обстрела центра Донецка. В том числе ударом подверглись администрация Пушилина и здание МВД. Оборона Марьинки держится. Россияне продвигаются к Невельскому и Первомайскому. На южном фланге Россия продолжает совершать провокации на Запорожской АЭС, размещая там военную технику и обстреливая с территории станции Никополь и Марганец, города на противоположном берегу Днепра, дабы спровоцировать ответный обстрел по станции. Юг. Россияне активизировались на всех направлениях. Главным образом пытаются выбить ЗСУ с плацдарма на левом берегу Ингульца, но это у них не выходит. Зато успеха достигли в продвижении к Благодатному, захватив южную часть села. Атака на Таврийское со стороны Александровки была отражена. Россияне на правом берегу испытывают все большие проблемы с логистикой и никак не могут помешать ЗСУ бить по мостам. Взамен они пытаются наладить паромные и понтонные переправы. Одна из таких сооружается под Антоновским мостом из барж. Всем нам очень любопытно посмотреть, что с ней будет, когда ее завершат. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт WarMap, карт Life.ua.map. Спасибо всем за просмотр, поздравляю с Днем Державного прапора Украины, буду благодарен за подписку, лайки, комментарии, адекватные желательно.